Февральский ветер на трассе М4 не просто дул, он резал, словно острая бритва, пропитывая насквозь форменную куртку дорожной службы. Ноябрьские дожди сменились ранним мокрым снегом, который мгновенно превращался в ледяную корку на асфальте. В такую погоду дорога становится живым существом, жадным, опасным и равнодушным. Александр вел патрульную машину медленно. Его смена заканчивалась через 40 минут, и все, о чем он мечтал, это горячая ванна и тишина. Его напарница Екатерина сосредоточенно смотрела в боковое окно, пересчитывая мигающие оранжевые вешки. «Саш, притормози», — вдруг тихо сказала она. «Там, у отбойника, кажется, мусор». Или Александр ударил по тормозам. В свете мощных галогеновых фар, прорезавших ночную хмарь, проявились два темных силуэта. На узкой полоске между бетонным ограждением и бесконечным потоком фур сидела крупная немецкая овчарка. Она сидела неестественно прямо, почти окаменев, а у ее лап, вжимаясь в мокрую шерсть матери, дрожал крошечный комок, щенок, едва ли старше 2 месяцев. Когда Александр вышел из машины и включил аварийные огни, его охватил холод, не имеющий отношения к погоде. Подойдя ближе, он замер. «Господи!» — выдохнула подошедшая сзади Катя. Глаза взрослой собаки были затянуты грязной, пропитанной мазутом тряпкой. Узел на затылке был затянут так туго, что врезался в кожу. Короткий поводок, больше похожий на обычную бельевую веревку, намертво привязывал животное к металлическому креплению отбойника. Тот, кто это сделал, не просто бросил собаку. Он лишил ее возможности видеть опасность, лишил шанса защитить детеныша и оставил в метре от летящих на скорости грузовиков, где один неверный шаг означал мгновенную смерть. Овчарка почувствовала приближение человека. Она не зарычала. Она лишь сильнее прижала щенка к себе и издала звук, который Александр запомнил на всю жизнь. Тонкий, надрывный скулёж, в котором смешались ужас и полная безнадежность. «Тише, девочка, тише». Александр опустился на одно колено, стараясь быть ниже уровня ее головы. «Мы не обидим. Катя, перекрой полосу конусами. Нам нужно пространство». Катерина действовала профессионально. Через минуту за их спинами выстроилась стена из оранжевых огней, заставив ревущие фуры уходить в левый ряд. Образовался крошечный островок тишины посреди дорожного ада. Александр медленно протянул руку. Овчарка вздрогнула, ее нос затрепетал, ловя запах чужака, запах табака, дешевого кофе из автомата и дизельного топлива. Но в этом запахе не было той агрессии, которую она испытала несколько часов назад, когда ее вышвырнули из багажника. «Все», — прошептал Александр, коснувшись ее загривка. «Сейчас будет свет». Он достал складной нож. Лезвие аккуратно перерезало веревку на отбойнике, а затем тугой узел повязки. Грязная тряпка упала на мокрый асфальт. Собака зажмурилась, ослепленная светом фар и проблесковых маячков. Она моргала. Ее зрачки, расширенные до предела, медленно сужались. Первый взгляд, который она бросила на Александра, был не враждебным. Это был взгляд существа, которое заглянуло за край и вернулось обратно. Тем временем Катя уже несла из машины старое шерстяное одеяло, которое они возили для экстренных случаев.
Она накинула его на собаку и щенка. Малыш был в ужасном состоянии. Его дыхание было поверхностным и свистящим, лапки подкашивались, а шерсть свалялась в ледяные сосульки. «Он уходит, Саш». Катя коснулась холодного носа щенка. «Переохлаждение. Нам нужно в Вегу, к Виктории. Это ближайшая круглосуточная клиника». Дорога до города заняла 15 минут, которые показались вечностью. Александр гнал, игнорируя камеры. На заднем сиденье служебного «Форда» развернулась немая драма. Овчарка, которую Александр мысленно назвал Альмой, сидела, положив голову на плечо Кати, и не сводила глаз со своего щенка. Малыш лежал на переднем сиденье, на коленях у Александра, завернутый в куртку. В клинике их встретил резкий запах антисептиков и яркий люминесцентный свет. Дежурный врач Виктория, женщина с суровым лицом и добрыми глазами, сразу поняла серьезность ситуации. «Вторую смотровую, быстро!» — скомандовала она ассистенту. «Обезвоживание критическое, температура 43 по Фаренгейту, то есть почти трупная. Кислородный бокс. Немедленно!» Альма рванулась за врачами, когда щенка унесли в операционный блок. Александр едва удержал ее за ошейник, который они соорудили из запасного ремня. «Тише, Альма. Там помогут. Обещаю». Следующие 4 часа прошли в липком ожидании. Александр и Катя сидели в пустом холле, пропахшие собачьей шерстью и дождем. Катя несколько раз порывалась уйти. У нее была семья, дети, но так и не смогла подняться со стула. Овчарка сидела у стеклянной двери стационара. Она не лаяла, не крутилась. Она просто ждала, превратившись в изваяние скорби. Каждые 10 минут она поворачивала голову к Александру, словно спрашивая: «Ты ведь сказал, что все будет хорошо. Ты ведь человек, ты должен знать». Около 4 утра Виктория вышла в холл, снимая резиновые перчатки. Ее лицо осунулось, но в уголках губ затаилась усталость, смешанная с триумфом. «Выжил», — коротко бросила она. Сердце едва не встало, пришлось заводить. Инфекция есть, истощение сильное, но он боец. Пошел в мать. Альма, словно поняв смысл слова «выжил», впервые за ночь вильнула хвостом. Тихий, несмелый стук хвоста, а кафельный пол прозвучал громче любого салюта. 2 недели Александр заезжал в клинику каждый день после смены. Он привозил лучший корм, который мог найти, и старые игрушки своего пса, ушедшего 3 года назад. Он видел, как щенок, которого Виктория назвала Лаки, начинал неуверенно вставать на лапы. Он видел, как Альма снова начала доверять людям, хотя при виде резких движений все еще прижимала уши. В день выписки встал тяжелый вопрос. Виктория отвела Александра в сторону. «Саш, они готовы, но ты понимаешь, приют для них сейчас — это смерть. Альма однолюб, она привязалась к тебе, а щенку нужен покой и домашнее тепло, чтобы восстановить легкие». Александр посмотрел на Альму. Она стояла у его ног, преданно глядя в глаза. Лаки, уже более похожий на пушистый шарик, чем на скелет, азартно грыз шнурок на ботинке Александра. «Какие приюты, Вик?» Александр усмехнулся и поднял щенка на руки. «У меня дома ковры пустуют. Да и дом без собаки — это просто коробка с мебелью». Прошло полгода. Жаркое августовское солнце заливало небольшой двор загородного дома Александра. Альма лежала в тени старой яблони,
лениво наблюдая за тем, как Лаки, превратившийся в крепкого, длинноногого подростка, пытается поймать струю воды из садового шланга. Александр, смеясь, направлял струю в сторону, заставляя пса совершать уморительные прыжки. Катя, заехавшая на выходные с семьей, сидела на веранде и пила чай. «Знаешь», — сказала она, глядя на идиллическую картину, «если бы мы тогда проскочили мимо, если бы ты не нажал на тормоз...» Александр выключил воду и сел на траву. Лаки тут же повалил его, пытаясь облизать все лицо сразу. Альма подошла медленно, по-хозяйски, и положила голову хозяину на колено. «Мы не могли не нажать, Кать», — ответил он, поглаживая густую шерсть овчарки. «Иногда дорога забирает жизни, а иногда она их дарит. Главное — вовремя включить фары. Эта история — напоминание каждому из нас. В мире, где так легко ослепить и оставить на обочине, истинная человечность проявляется в готовности остановиться, развязать узлы и забрать домой того, кто больше не может идти сам. Ведь чудо — это не только спасение, это выбор остаться рядом до самого конца. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Александра? Поделитесь своими историями в комментариях. Если эта история тронула ваше сердце, поддержите нас лайком и подпиской. Помните, добро всегда возвращается домой.